Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим, какие же факторы влияют на волатильность криптовалют. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. Для начала важно понять, что же такое волатильность. Волатильность – это величина, которая демонстрирует, насколько сильно изменилась цена актива за определенный промежуток времени. Зачастую этот параметр у криптовалют значительно выше, чем у фиатных денег или же ценных бумаг с фондового рынка. Эта особенность обеспечивает для криптовладельцев как возможность заработка, так и вероятность финансовых потерь из-за изменения ценности валюты. Чем выше волатильность, тем выше риск лишиться своих инвестиций, но вместе с тем растет и вероятность заработка на покупке или продаже криптовалют. Существует два вида волатильности – историческая и подразумеваемая. Историческая – это колебание курса за время существования актива или в течение определенных промежутков. Она рассчитывается по степени отклонения от изначального курса за заданный интервал времени. А подразумеваемая волатильность – это прогноз будущих изменений. Один из примеров, который отражает высокую волатильность криптовалют – это колебания курса биткоина. За период с декабря 2017 по декабрь 2018 год ценность валюты поднялась до 19 483 долларов, а затем упала более чем на 80%. В ноябре 2021 года курс поднялся до 69 тысяч долларов, а в октябре 2022 произошло падение до 15 800 тысяч. Какие же есть причины данной волатильности на рынке криптовалют? Существует несколько причин высокой волатильности, начиная от отсутствия четкого юридического статуса до нестабильного рынка. Также это происходит из-за отсутствия привязки к реальной ценности. Криптовалюты не имеют реального обеспечения, и это одно из основных отличий от фиатных валют, стоимость которых подкреплена драгоценными металлами и другими ресурсами. Курс криптовалюты связан с текущим спросом на нее. Этим они отличаются от стейблкоинов, которые обеспечиваются фиатными деньгами или другими активами. Поэтому волатильность стейблкоинов значительно ниже, чем классических криптовалют. Также к волатильности может привести отсутствие регулирования на государственном уровне. Цифровые финансовые активы в большинстве стран до сих пор находятся в серой зоне с юридической точки зрения. Хотя это обеспечивает свободу действий, которую ценят многие криптовладельцы, следует учитывать важный минус подобной позиции – низкий уровень доверия инвесторов. Тем не менее, в настоящее время многие юрисдикции делают шаги к легализации и регулированию криптовалют, разрабатывая соответствующие законодательные акты. Если хотите узнать больше про легализирование криптовалют в разных странах, то рекомендую посмотреть это видео. Ну а наш следующий пункт – это зависимость от инфоповодов. Эта причина является следствием предыдущей. Нестабильный рынок достаточно остро реагирует на инфоповоды, публикации, новости, прогнозы и так далее. Зачастую фактором, повлиявшим на рыночную капитализацию криптовалют и текущий курс, могут даже стать неподтвержденные данные из сети, которые быстро распространяются по сообществу. Результат – это колебания, которые не всегда могут предсказать даже опытные аналитики. Ну а теперь давайте же с вами разберем самые менее волатильные криптовалюты, а именно самые надежные. Первое – это биткоин. Конечно же, первая криптовалюта на рынке. В ее истории наблюдались как быстрые взлеты, так и значительное снижение курса за короткий срок. Тем не менее, если сравнивать его с другими активами, то колебания биткоина намного слабее. Второе – это лайткоин. Форк биткоина, который появился в 2011 году. В истории криптовалюты были периоды значительных колебаний до 47%. Тем не менее, в настоящий момент лайткоин демонстрирует достаточно высокую стабильность – 2-4% за сутки. Третье – это эфириум. Вторая по популярности криптовалюта после биткоина. За время существования ее курс тоже терпел сильные изменения до 17% за несколько суток. В настоящий момент, как и биткоин, эфириум демонстрирует самую низкую волатильность за несколько лет, а именно 37% за 90 дней. Ну и напоследок, зачем же нам с вами следить за колебаниями курса криптовалют?
криптовалют. Основная причина – это возможность оценить, насколько высок риск потери своих средств при инвестициях в конкретную криптовалюту. Высокая волатильность крипторынка диктует правила безопасности торговли криптовалютой. Первое – это инвестирование в разные валюты, составление диверсифицированного инвестиционного портфеля. Второе – это отслеживание халвингов монет, в которых вложены средства. Как правило, после халвинга курс возрастает. Третье – это контроль новостей и прогнозов в мире криптовалют, чтобы вовремя сориентироваться в случае резких колебаний. И четвертое – это вкладывайте ту сумму, которую можно потерять без серьезных последствий в случае резкого обвала курса. Но на этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам понравилось и было полезно. Не забывайте ставить лайки, а также писать комментарии, о чем бы вы хотели следующие выпуски, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И чтобы не пропускать следующие выпуски, то подписывайтесь и ставьте колокольчики. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.